Привет! Продолжаем вязать сарафанчик для куклы Розали. Я уже пришила рюш к сарафану и закрепила хвостик узлами и обрезала его. Дальше по бокам у меня получилось так, что разрез на юбке здесь высотой 2 ряда столбиков с накидом, а с этой стороны 1 ряд. Поэтому с этой стороны, где 2 ряда, я сделаю тоже 1 ряд. Просто сошью в этом месте. Если у вас здесь остался хвостик от вязания этой части сарафана, то можете сшить им. Но так как я уже этот хвостик закрепила, то я возьму отдельную нить и сошью верхушки этих столбиков с накидом. Вот так. И тут можно завязать. А хвостики закрепить и обрезать. Дальше с этой же голубой пряжи я буду вязать пояс. Спереди будет пояс длиннее, а сзади короче. И он будет застегиваться на кнопочки. Итак, для пояса на спинку я делаю 42 воздушные петли. Один, два. Набрала. И дальше я буду 2 раза повторять. 4 столбика без накида в одну петлю и 39 столбиков без накида. То есть во вторую петлю от крючка я вяжу 4 столбика без накида. Дальше по цепочке вяжу 39 столбиков без накида. Я провязала и снова вяжу 4 столбика без накида в одну петлю и 39 столбиков без накида. Я уже провязала. И теперь вытягиваю эту нить, оставляя длинный хвостик для пришивания пояса. Вставляю эту нить в иглу, соединяю последний столбик с первым. Вот таким образом. Дальше затягиваю это отверстие.
И потом буду пришивать этим хвостиком пояс к сарафану. А хвостик с другой стороны я закрепляю узлами и обрезаю. Вот так у меня получилось. Для переднего пояса я делаю уже 48 воздушных петель. Сделала. И дальше буду 2 раза повторять. 4 столбика без накида в одну петлю и 45 столбиков без накида. Вот так должно получиться. Теперь я могу выбрать, где у меня будет вперед, а где спинка. И тот пояс, что подлиннее, будет пришиваться спереди, а тот, что покороче, сзади. На спинке у меня будет пришиваться пояс, не выходя за края, и по бокам будут кнопочки. Я сначала прикреплю кнопочки, а потом уже буду пришивать, потому что если я сразу пришью, мне будет трудно проколоть 2 слоя вязания. Я буду использовать такие кнопочки. Они у меня диаметром 8 миллиметров. У меня есть такой инструмент, чтобы устанавливать кнопки, но он для размера 9,5 миллиметров. Им тоже можно установить кнопки, но немного труднее. Я нашла у себя дома вот такие инструменты и буду устанавливать ими. И на тот пояс, который будет на спинке, то есть пояс покороче, я устанавливаю кнопку на самый край. Беру ту часть, которая будет под кнопочкой. Я приделала кнопки с обеих сторон, близко к краю, и этой ниточкой буду пришивать пояс к спинке сарафана. А к другому поясу я буду приделывать кнопочки с такой частью, которая будет сверху. И я буду приделывать кнопочку не к самому краю, а немного ниже. Я оставляю здесь совсем чуть-чуть места для того, чтобы было легче расстегивать пояс. Закрепляю кнопочку, подкладываю под это место ватный диск, чтобы это не деформировалось, и таким же образом закрепляю. Вот что у меня получилось. Все равно немного приплюснулось здесь. Но если работать этим инструментом, то здесь есть специальное углубление, которое так не деформирует. Попробуем потом поработать на передней части сарафана. А сейчас пришиваю пояс. Нижняя часть пояса у меня будет идти по верхнему краю юбки. И сзади пояс не выходит за края сарафана.
И вот так я пришиваю обычным швом, захватывая 2 полупетли с краю. Я шью так до конца, затем обхожу кнопочку. Возле кнопочки у меня получается захватывать только 1 полупетлю. И дальше я возвращаюсь обратно. Снова обхожу кнопочку. И закрепляю хвостик с изнаночной стороны узлами и обрезаю его. И дальше таким же образом пришиваю передний пояс, только края будут выходить за бок сарафанчика, так чтобы он мог вот таким образом закрываться. Я уже все пришила. Вот таким образом сарафан будет застегиваться. И теперь на спинке я свяжу 2 треугольничка, из которых будут идти лямки, и спереди будут застегиваться на кнопочках. Здесь на спинке у меня должно быть 18 петель. Я найду, где мои крайние петли. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. И буду начинать вязать с этой петли. Начинаю я с изнаночной стороны. Буду вязать за переднюю полупетлю. Беру синюю пряжу и делаю 1 воздушную петлю. И дальше вяжу 8 столбиков без накида за передние полупетли. То есть сейчас я задействовала 9 петель. Из первой петли сделала 1 воздушную петлю. И в следующие петли провязала по столбику без накида. И затем, как я здесь довяжу треугольник, второй треугольник я буду начинать с этой петли, потому что она будет 9 с краю. А сейчас вяжу второй ряд. Делаю поворот. Вяжу 6 столбиков без накида.
Начинаю со второй петли от крючка. Снова вяжу за передние полупетли. Дальше я пропускаю одну петлю и в последнюю петлю, то есть в мою воздушную петлю, вяжу один столбик без накида. В третьем ряду делаю поворот, 4 столбика без накида, тоже вяжу во вторую петлю от крючка за передние полупетли. Дальше пропускаю одну петлю и вяжу в последнюю петлю один столбик без накида. В четвертом ряду делаю поворот, 2 столбика без накида, во вторую петлю от крючка, вяжу за передние полупетли. Пропускаю одну петлю и в последнюю вяжу один столбик без накида. И в пятом ряду делаю поворот и один столбик без накида в последнюю петлю за переднюю полупетлю. Вот у меня получился такой треугольник. И теперь я вяжу такой же треугольник с этой стороны. Для этого я обрезаю эту нить, оставляю небольшой хвостик и, начиная с 9 петли, вяжу по той же схеме. Я уже связала и закрепила хвостики с изнаночной стороны и обрезала их. И дальше я буду вязать лямки. Для этого я беру синюю пряжу, набираю 23 воздушные петли, один, 2, я набрала. Дальше со второй петли от крючка начинаю вязать 21 столбик без накида, я провязала и в последнюю петлю вяжу 4 столбика без накида в одну петлю. И теперь вяжу 21 столбик без накида по другому краю цепочки из воздушных петель. Я уже провязала. И теперь эту нить вытягиваю, оставляю длинный хвостик для пришивания и обрезаю его. А этот хвостик закрепляю узлами и обрезаю. И дальше я вяжу еще одну такую лямку. Дальше я попробую установить кнопочки таким инструментом. Немного отступаю с края, чтобы было за что дергать кнопочку.
На всякий случай еще раз хорошо прижму без этих резиновых штучек. И моя кнопочка хорошо держится. Также делаю со второй шлейкой, а другие части кнопочек я приделываю вот сюда. И также делаю с другой стороны. Я примерила сарафанчик на Розали. И мне осталось пришить только лямки вот в эти места. Эту лямку я буду пришивать с этой стороны треугольника. Не к вершине буду пришивать, а к стороне. Вот таким образом. То есть с этой стороны у нас идет одна линия. И симметрично пришиваю с другой стороны. Вот так. Вот так я пришиваю. Затем закрепляю хвостик узлами и обрезаю его. И пришиваю вторую шлейку аналогично. Ну вот и все. Сарафанчик готов. Спасибо, что вязали вместе со мной. Если вам понравился мастер-класс, ставьте, пожалуйста, лайки, оставляйте комментарии и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Я жду фотографии ваших куколок у себя в группе ВКонтакте и на Фейсбуке. Мне будет очень интересно посмотреть, что у вас получается. Благодарю за просмотры и встретимся в следующем видео. Пока!